Так, друзья, всем привет! Этот блог у нас опять же начинается с гаража, как обычно. В общем, вчера мы уже решили снять наконец-то вот какую-то часть из нашего глобального фильма, серии, которую вы очень скоро увидите. Классно, красиво и супер. Но вчера я решил все-таки замерить именно показания до замены мотора 0-100. И, честно говоря, этого Мерседеса хватило буквально на один замер. Когда я тронулся, остановился, сделал ланч, так сказать, да, поднял обороты, пустил сцепление, нажал газ, у меня сломала полуось, то есть ее просто провернуло, то есть даже на этом конченном моторе, который уже плюется просто с вкладышами, уже можно ходить в церковь и молиться за здравие поршневой, да. Да, притом очень важно сказать, что это было ночью, это было в глухом лесу, я просто стал, у меня включается передача, я не еду ни вперед, ни назад, слава богу, что ночью дядя Бой не спал, и я его, он спасает уже всех мерседесоводов просто, и делает это, большое ему спасибо, вот на этой кочерыжечке, слава богу, что у него есть фаркоп. Фаркоп сила, ребята. Это хоть и колхоз, для многих считается вас, но без фаркопа мы бы сюда просто не доехали. И вот меня на галстуке притянул. И слава богу, что у меня в гараже была такая же полуось. Я уже, понимаете, запасаюсь полуосями. Блядь. Вот это реальная жизнь Мерседеса-вода. Все, поэтому мы сейчас снимаем полуось, смотрим, сейчас я ее покажу. И дальше мы продолжаем снимать. Но вы, те люди, которые имеют покровительство над каналом «Ранний доступ», вы это видите первее всех. Да, вот полуось. Это, представьте, у меня была полуось. Это запасаться полуосями. Притом на 2.8 и 2.3 полуоси более большого размера, не такие, как 1.8, потому что редуктора разные, размеры разные. Это усиленная полуось, видите, с магнитной этой сеткой, которая, в принципе, нам не нужна, потому что... Ну, вы понимаете, будет весело, 100% будет весело. Это здесь не мой ключ. Ломаются ключи, значит, идем в правильном направлении. Это мой ключ? Нет. Ну и хорошо. Так, ну что, ребят, смотрите, ломаются на все, и ключи, все что угодно, слава богу, сняли. Мне пришлось сделать вот такой вот удлинитель. Представляете, какое плечо, сколько ньютонов надо приламывать, блядь. Там молоток ставил. Для того, чтобы все было окей. Сейчас мы поддомкрачиваем тачку. И уже дальше будем заниматься... Слава богу, что она пошла, понимаете? Будем дальше заниматься выбиванием полуоси, потому что это не всегда просто. Особенно прикрутить конченые гайки, закрутить. Домкратиться в порог. Это самая лучшая идея, я считаю, с такой машиной. Я думаю, что вы поддержите. Обычно этот порог очень хорошо себя ведет. Он также устремляется в машину, хочет уже на пенсию. Говорит: нет, ребята, у меня были другие планы. Я уже думал на металлолом в Гатово отправиться. Представляете, насколько крутящий момент зацеп был хороший на этих сликах? Потому что у меня слики задние 245 стоят, что свернуло вот эту полуось, понимаете? То есть колесо не смогло прокрутиться и провернула вот эту полуось. Это просто дичь, ребят. Хорошо, что она открутилась. Сейчас самое главное от привода открутить от редуктора. Тут бензонасос очень сильно мешает. Блять, вот эта апелевская тема внутренней резьбы. Ебал я маму рот, я вам серьезно говорю. Все слизанные ходили по гаражам, не смогли найти 11-ю резьбу. Или М10, или М12. М12 не вбивается, М10 прокручивается. И как мне их выкрутить, блядь? Пилить болгаркой, но они застрянут в самом редукторе. А потом как их? Если я их отпилю болгаркой, вот смотрите. Вот хорошо, я их отпилю болгаркой. Вот тут шляпку. А вот это останется. А как потом это выкрутить? Единственное, что только снять. Ну а потом эти резьбы как выкрутить, блядь. Ну короче, непонятная ситуация вообще. Жесть, вот так сложно все снимается. Вот надо было мне, блядь, вчера эти бернауты делать, блядь. Конченые, ой, елки-палки. Ну что, 3 часа и полуось. Вернее, тот кусок, который остался. Позвольте, я вам покажу вообще, что произошло. Вот эти болты я просто спилил. Потому что мерседесовцы молодцы. Они знали именно, что за полуосью лучше всего прямо на завод ехать чиниться. Ну нахуй, блядь.
Короче, ребята, вот видите, была полось и нету. Ее провернула всего лишь навсего с одного старта. Блин, что за дьявол вселился вообще в мою машину? Вернее, он еще не вселился, но вы еще увидите, как он вселится. Короче, вот. Погнали ставить новую полось и дальше в путь. Ну что, смотрите, ребята, творческий процесс, сколько инструментов понадобилось для этого всего, этой всей вакханалии. Вот, слава богу, как вы можете видеть, машина уже выехала. Все хорошо, я даже не удивляюсь, что у меня все получилось, потому что я уже меняю полось второй раз, ребята, у меня уже опыт есть. Так что мы на пути снятия очень классного видео, но не буду раскрывать вам карты, но сегодня, потратив целый день, во сколько мы начали? Мы начали в 4 часа. Сейчас уже почти 10 часов, 6 часов. У нас не откручивалось все что угодно. Из этого всего контента мы сняли, знаете сколько? Сколько мы сняли? 30 секунд. Ну, минут 20, ой, секунд 20-30 максимум. Вот так дается сложно большой и красивый фильм. Так что, ребята, будьте подписаны на канал, дальше будет только интереснее. Я думаю, вы все кайфанете от большой крутой серии. И скоро будут такие блоги еще новые. Если, конечно, что сломается. Надеюсь, нет. Пока.